Тудум, всем чау-чау. Тут снова сейчас будут рисунки пером. Да, я тут засел немножко, делаю себе перерыв. Тудум. Немного он вынужденный. Короче, ладно. Сейчас буду рисовать. И буду рисовать фрагменты этой композиции. Это кижи. Они крутые до невозможности, а я устал. Да. Короче, устал. Ладно. Вот у меня есть чернилки мои. Есть мое сумасшедшее перо с новой красным держателем с красного дерева. Он такой классный. Ну и чернилки Winsor & Newton. Они тоже крутые. А это мой скетчбук. Он из Англии. На нем написано National Gallery. Такая вот симпатичная история. Не очень, как обычно, знаю, что получится в итоге. Но буду понемножку скетчить. Неторопливо как-нибудь. Потому что я устал. И, может быть, не очень много говорить. Но попробую говорить. В общем, вот. Это будет такая... Вот что я нарисую. Попробую нарисовать вот этот храм. Это сложно. Это прям сложно. Но это вызов. Окей. Большой размер делать не буду. Но есть смысл рисовать одновременно со мной, если вам вдруг нужно научиться и нравится мой стиль. Архитектурный скетчинг. Ну, немножко ландшафтный скетчинг. И вся вот эта вот история. Обратите внимание на то, как я делаю засечки на углах. Хорошая тема. Сюда вперед выйдет конек крыши. И придет он примерно сюда. Вот как-то так он там формируется. Окей. Тут такое полотенце висит. А сверху будет самая сложная часть. У меня новенькие, свежие купленные перья. В Петербурге заработали художественные магазины, чему я очень-очень радуюсь. Не понимаю, как тут, ладно. Думать не хочу. Тут конек крыши начинается вот здесь, чуть сбоку. И вот так вот они разлетаются. И там приходит гульбище. Такой небольшой. Там даже видно, по-моему, людей. О, нет, я ошибся. До сюда.
Новое перо пишет супер тонко. Сейчас вот под разными ракурсами порисую. Это может... У меня, во-первых, будет хотя бы отдыхать рука. Ну, а во-вторых, может быть, это будет интересно. Там мелькает баночка на фоне. Я тестирую новый держатель. Ну, пока все круто. Такой очень и в руке лежит симпатично. И гораздо удобнее для меня, чем там тонкие варианты. Мне очень нравится. В продаже видел похожий, по-моему, какой-то японский. И он такой, у него более ярко выраженные грани. Вот хотел его взять, но потом подумал. Не помню, что подумал. Ну, короче, не взял. А теперь мне сделали вот этот, второй. Я очень радуюсь. Буду менять положение камеры, но я могу ошибаться с ракурсом. Все-таки это дело такое. И тут такие вылеты очень серьезные. Блин, это бы делать каждый день. Но, к сожалению или к счастью, не получается. Некоторые фрагменты, может быть, я не буду прорисовывать, потому что они мне непонятны. Мне непонятны вот эти вот зубцы. Я не понимаю, что они вообще там делают. Какая у них функция? Надо погуглить. Кажется, я даже гуглил. Только я не помню, какой результат. Так, и там дальше начнется суперсложная история, в которой непонятно, как заходить. С куполами. На купола сидят вот на этих ребрах. Хо-хо-хо. Ну, в принципе, так рука отдыхает. Если я буду регулярно так переставлять руку, то, может, и не сильно драматично это все будет. Вот эти основания для куполов. Типа подкупольные барабаны. А там идет самый большой купол. Вот он. Такая очень симпатичная его луковица. Вот тут луковицы поменьше, попроще.
и везде кресты. Да, практики нужно, конечно, намного больше, чем я сейчас успеваю практиковаться. Ну ладно. Ну, сейчас я думаю, может быть, я супер тонким валером наберу теневые области. Тем более, что сейчас у меня для этого как раз есть время. И в очередной раз посмотрю, как это сработает. Хорошо ли? Потому что мне нужно бы такой хороший для этого паттерн тенеобразования. Потому что тенюшки придут сюда. Надеюсь, все нормально фокусируется. Но какое впечатление от этого видео я, конечно, увижу только тогда, когда закончу рисовать и посмотрю в итоге, что получается на видосе. Пока скетчу в надежде, что все хорошо. И это, видите, дело не быстрое. Ну, на улице, конечно, дико приятно скетчить. Этого прям не отнять. Как я рисовал Пезера, мне это нравилось на улице. Ну, выходишь немножко отдохнуть, и вот природа перед тобой. Ну, немножко природы, чуть-чуть. Добрый день. Вы здешний, местный? Не совсем. Но мы свечки хотели купить нереально уже, да? Я думаю, нет. Он закрывается, по-моему, в 6 часов, нет. к сожалению. Вот такая история. Люди заехали в храм, хотели купить свечки, а грустно, он уже немножко закрылся. Такую фактурность приобретает, конечно, эта история. Даже прям интересно, что получится в итоге. Тенеобразование набирается.
приходит такая материальность. Если спешить некуда, то это очень хорошо расслабляет. Ты сидишь, рисуешь, и тебе классно. Не, ну в принципе я смотрю, если не торопиться, то и неплохо. Нужно посмотреть, я когда буду приносить сюда вот эти интенсивные теневые области, не испорчу ли я все в итоге. Я вот штрихую и думаю, есть ли смысл мне все забирать штриховкой, или я могу прийти своими любимыми интенсивными лужами. Или мне нужно быть супер деликатным с этой историей. Скорее всего, нужно быть дико деликатным. А на автомате хочется прям поднадавить на перо, быстрее получить результат. Тем более, что оно это может. Оно может дать мне результат быстрее. И приходится прям сдерживать себя. И эти туши, перо, ну, сочетание в таком так хорошо работает. Вы видите, не так часто я макаю перо в тушь. Его достаточно надолго хватает. Я даже подумаю о том, чтобы соорудить такую чернильницу, как, я понимаю, носили в древности. То есть баночка такая, па-бам, она на что? На веревочку и на шею. Это очень мило. Ну, это странно, но мне кажется, это мило. Буду понемножку начинать делать больше нажим. Ну, хотя это может быть немножко от моей торопышнической натуры. Нужно быстрее, быстрее, все быстрее. А может, некоторые вещи нужно и помедленней. Начинаю рисовать такие кругляшки бревен. И у меня такая задача не нарисовать их прям геометрично, верно, а создать их импрессию, впечатление. Как будто бы они нарисованы геометрично и верно. Такая задачка. Еще постоянно слежу, чтобы камера не уходила. Ну, чтобы все время
фокусировалась на пере. Ну, перо молодец, конечно. Мне нравится. Нулевая звездочка. Хотя я показал сейчас специалисту, и он говорит, это китайские реплики. Ну, что делать? Где же я возьму аутентичную звездочку? Ну, может, только на рынке, разве что. Но сейчас совсем проблема, конечно. Так, в целом на что-то плюс-минус похоже. Я думаю, я вылечу намного существенней, но нет. Не так, чтобы все и плохо. Вот, и я думаю, как бы это ввести в ежедневную тренировку. Я прям очень сильно этого хочу. И это очень сильно не получается. Все время приходят какие-то объективные трудности. Все время что-то очень-очень-очень сильно мешает. Чуть выявлю эту историю. Начинаю выявлять, начинаю нажимать, и начинает исчезать вот эта вот характерная деликатность. А все это от практики, от километража, конечно. Но я буду стараться. Прикольно перо царапает по бумаге, да? Звук. Хороший. Настоящий, природный. Сколько раз приходится проходить по одному месту, чтобы нарастить необходимую плотность тени. Такой процесс в себе. Так, что получается? Получается вот такая штука. Какое-то время подержу так в виде сверху. Ну, конечно, я промахнулся по пропорциям. Сейчас свежим взглядом вижу. Ну ничего, немножко погрущу. И продолжу. Так, тут такой длинный домик перекрывает эту перспективу. Вот она.
Блин, если бы хорошая погода, на самом деле, может быть, стоит сюда выходить на полчасика. Потому что там в помещении, конечно, не очень удобно. Очень неудобно делать всю эту историю. Окей. Но, к сожалению, обещают дожди. Эта неделя почти все время дождь. Ну, может быть, и не будет, потому что говорят синоптики, это еще неизвестно. Они что-нибудь скажут, а природа говорит, а и нет. А извините, а и нет. На фотографии все там плотно закрыто тенью, поэтому, видимо, там есть какая-то структура. Я ее зарисую примерно вот таким способом. Даже немножко подзапарился. Рука устает, конечно. Я аккуратно набираю тут штриховку. Щелкаю по экрану, чтобы фокусировалось. Но, может быть, автофокус ходит за рукой и перефокусируется. Поэтому какой эффект в итоге будет, я пойму, только посмотрев это видео. И не самым лучшим способом у меня сработали эксперименты с микрофоном и со звуком. Поэтому я сейчас оставил микрофон, потому что он начал приносить мне какие-то шумы. Что с этим делать, тоже я не очень понимаю. Может быть, нужен прям хороший микрофон. О, пришла лужа туши. Вот она. Видите, объемная. От нее просто есть тень. Ну ладно. Окей. Квеста окей. Если ты пришла сюда, давай мне чернила. Слушайте, а мне что-то понравилось вот так, с этим, с другим ракурсом. Что-то в этом есть. Ну и рукой, конечно, держать намного удобнее. Ну, я надеюсь, что смотреть тоже интереснее. Как перо делает свой шкряп, шкряп, шкряп.
Ну, я думаю, микрофон берет как раз эти характерные звуки. Я... Да, вот так держать довольно удобно. О, еще одна лужа. Ну, смотрите, видите, какая драматичная ситуация разворачивается. Это вот так, уже не отменишь. Как оно есть, как оно получилось, как в жизни, так оно и есть. И это прекрасно. За это я очень люблю туши чернила. В них много настоящего. И... Когда начинал рисовать, думал, это будет такая прям суперсложная задача. А когда взялся и не тороплюсь, прям наслаждаюсь процессом, то оказалось, что не такая уж сложная, ее можно сделать так довольно ровно. Без драматизма. Ну, драматизм вон, в лужах. Пришел тут ко мне. Попробую подчеркнуть вот эту идею округлости бревен. Все-таки перо — это дикие кайфы, невероятные. Вот такая собирается композиция. И постепенно, не спеша, заполняю ее
детализацией. В общем, вот. И это прикольно, что он не катается. Как я положил это перо, так оно и лежит. Вот за это мне оно тоже очень нравится. Тарелка так работает хорошо. Так. 2,3. Это Кишский погост. Фрагменты вида с юго-запада. И подпишусь. Вот такая подпись получилась. Я сейчас пройдусь по рисунку. Вот он такой. Симпатичный. И классно перо лежит. Прям мне нравится. На скетчбуке. И с солнцем это все. Очень симпатично работает. И с баночкой туши. Красиво, блин. И во фрагментах. Ну, в общем, мне понравилось, да. Ты-ды-дым. Если вам понравилось, ну, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичугин Эдуард. И смотрите внизу, в описании к видео, там много других видосов, как рисовать всякие штуки красивые, симпатичные. Всем чао-чао, пока.